Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить самый девчачий торт – розовый бархат. А еще у нас сегодня будет конкурс с самыми простыми условиями, о которых более подробно я расскажу в конце видео. Приготовление торта можно разбить на 2-3 дня. Итак, для начинки затягиваем пищевой пленкой 2 формы диаметром 16 см. Желатин заливаем водой, хорошо перемешиваем и оставляем на столе. Более подробную информацию по ингредиентам и точному их количеству ищите ниже в описании к видео. Пектин и сахар смешиваем вместе. По поводу пектина я более подробно расскажу чуть позже, какой выбрать и какие между ними отличия. Внутри торта у нас будет клубничная компота. Клубнику для пюре я использую замороженную, поэтому предварительно ее размораживаем и сливаем лишнюю жидкость. Ягоду перекладываем в высокую емкость и пюрируем при помощи блендера. А еще одну часть клубники нарезаем небольшими кусочками. Советую до конца ее не размораживать, так будет легче ее нарезать. Клубничное пюре переливаем в сотейник. Помешивая, провариваем его до закипания. Когда на поверхности начинают появляться пузырьки, дождиком всыпаем сахар с пектином. При этом обязательно непрерывно помешиваем. Теперь добавляем нарезанную клубнику и провариваем еще 2 минуты. А ты уже поставил лайк? Снимаем с огня и добавляем подготовленный желатин. Перемешиваем пюре с клубникой до полного растворения желатина. Даем остыть и разливаем по формам. По поводу начинки. Мне нравится, чтобы она была неплотной текстуры, чтобы компота была более жидкая. Если вам нравится так же, как и мне, медленно стекающая ягодная прослойка, то добавляйте яблочный пектин, либо крахмал. Ну а если вы предпочитаете более густую начинку, вообще не вытекающую, то кладите пектин NH. Сегодня я использовала яблочный пектин. В таком виде отправляем пюре в морозилку на несколько часов, но лучше всего на ночь. Для бисквита подготавливаем 3 формы диаметром 20 см. Бисквиты также можно выпекать и по очереди в одной форме. Дно форм застилаем пергаментной бумагой, а стенки не смазываем. Приступаем к приготовлению теста. Итак, кефир и растительное масло смешиваем в отдельной емкости при помощи венчика. Именно кефир добавляет выпечке нежность и делает ее ароматной. Далее молоко переливаем в высокую емкость. Добавляем пищевой краситель розового цвета, буквально 2 капли. В своих целях я всегда использую жидкий краситель. Обычно это фирма Top Decor. Растворяем краситель в молоке. Добавляем ванилин и перемешиваем. Вливаем сюда белки и перемешиваем для реструктуризации белка. Подготовленные смеси пока отставляем в сторону. В чашу миксера всыпаем сухие ингредиенты: просеянную муку, крахмал, с ним бисквиты получаются воздушнее и легче, а также сахар, соль, разрыхлитель и соду. Перемешиваем сухие ингредиенты и добавляем сливочное масло. Оно должно быть холодное, но при нажатии должны оставаться следы от пальцев. Соединяем сухие ингредиенты с маслом до однородной крошки. Делаем это при помощи насадки лопатка. У меня она с гибким ребром, то есть во время замешивания теста она счищает со стенок чаши ингредиенты, и тем самым тесто получается однороднее. Вот такая крошка должна получиться в итоге. Далее вливаем кефир с растительным маслом.
и взбиваем на средней скорости в течение 2 минут. Затем скорость миксера снижаем и, продолжая взбивать, вливаем яичную смесь с молоком и красителем в несколько этапов. Между каждым этапом даем несколько секунд ингредиентам вмешаться. В итоге у нас получается очень ароматное тесто, похожее на тающее мороженое. Разливаем тесто по формам. Я одновременно выпекаю 2 коржа. Духовку разогреваем заранее до 170 градусов. Ставим формы с тестом в духовку и выпекаем бисквиты 30-35 минут. Но, конечно же, ориентируйтесь на свою духовку. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Вставляем ее в центр, и если на выходе она сухая и чистая, значит коржи готовы. Достаем их из духовки и даем остыть в формах 10 минут. Затем вытаскиваем бисквиты из форм, снимаем бумагу для выпечки, кладем на решетку и даем полностью остыть. Бисквит немного осядет после остывания. Не переживайте, это нормально. После полного остывания заворачиваем бисквиты в пакеты или пищевую пленку и кладем в холодильник для стабилизации на несколько часов, можно и на ночь. Ну а на следующий день готовим крем. Он достаточно простой и универсальный. К сливочному сыру вливаем жирные сливки, всыпаем сахарную пудру и по желанию добавляем ванилин. Взбиваем крем при помощи насадки венчик до однородного и пышного состояния. А ты уже поставил лайк? Вот такой воздушный ванильный крем получается в итоге. Для удобства нанесения крема на бисквит перекладываем его в кондитерский мешок. Носик отрезаем. Коржи хорошо охладились, они достаточно влажные и не требуют дополнительной пропитки. Приступаем к сборке торта. На сервировочное блюдо или подложку наносим немного крема и кладем первый корж. Закрываем кольцом и прокладываем ацетатную пленку. Она довольно плотная, бывает разной ширины, я ее покупаю на AliExpress. Если кто-то хотел ее приобрести, но не мог найти, ссылку на магазин оставлю в описании под видео. Теперь бисквит покрываем небольшим слоем крема. Распределяем его при помощи столовой ложки. Клубничные компоты достаем из морозилки. Освобождаем от формы. Посмотрите, какое клубничное компоте получилось идеальное. Снимаем с него пищевую пленку и аккуратно укладываем на бисквит. Далее снова делаем тонкий слой крема. Распределяем его при помощи ложки. Кладем второй корж. Обмазываем его кремом.
Затем идет компоты. Снова слой крема и третий бисквит. Последний корж кремом не смазываем, а накрываем пищевой пленкой, чтобы он не подсыхал. Отправляем торт в холодильник для стабилизации, минимум на 5-6 часов. Можно и на ночь. Крем для выравнивания сегодня будем делать на сливочном масле. Тут важно, чтобы масло было мягкое, но при этом держало еще форму. Всыпаем к маслу сахарную пудру, включаем миксер с насадкой венчик и взбиваем крем до пышности. Продолжая взбивать, добавляем постепенно охлажденный сливочный сыр. Я использую креметты. Достаю его из холодильника приблизительно за полчаса до взбивания. Когда все ингредиенты в креме смешались, добавляем несколько капель пищевого розового красителя. Хорошо перемешиваем, и крем готов. Он получается очень красивого розового цвета, воздушный и очень вкусный. Перекладываем крем в кондитерский мешок и отрезаем носик. Хорошо охлажденный торт освобождаем от формы и снимаем ацетатную пленку. Покрываем торт финишным кремом и выравниваем при помощи кондитерских шпателей разного размера. Возвращаем торт в холодильник, а пока подготовим шоколад для подтеков. Я использую шоколад фирмы Callebaut с текучестью троечка. Шоколад приобретаю всегда на сайте shoko.ru. А для подписчиков моего канала действует дополнительная скидка по промокоду «Это просто». Ссылку на промокод я оставлю в описании под видео. Шоколад пересыпаем в высокую емкость и растапливаем его импульсами в микроволновке. Шоколад хорошо перемешиваем и добавляем к нему растительное масло. Растительное масло должно быть без запаха. А еще к шоколаду всыпаем диоксид титана. Это белый краситель, он продается вот в таком белом порошке. Так как шоколад имеет желтоватый оттенок, мы его окрашиваем и в итоге получаем подтеки идеально белого цвета. Шоколад, растительное масло и диоксид титана пробиваем блендером. Если вы видите, что цвет шоколада не настолько белый, насколько вы хотели, можно добавить еще немного диоксида. Я шоколад для удобства переливаю в маленькую емкость, так как потеки на торте делаю с помощью чайной ложечки. Кому-то удобнее с помощью кондитерского пакета, но это уже, как говорится, дело привычки. Украшаем торт по своему вкусу и желанию. Я в качестве декора использую белый шоколад, делаю из него подтеки. Также сверху кладу свежие ягоды, малину, клубнику, конфеты Рафаэлло, листочки свежей мяты и пищевое золото. А чтобы ягоды сохранили дольше свою свежесть, я покрываю их кондитерским гелем. Это самый розовый торт. Мягкий, пористый, супер влажный, с несравнимой бархатной текстурой и тонким ванильным ароматом. А в дополнение клубничная начинка, чтобы окончательно свести с ума. И я уже предчувствую ваш вопрос. А чем же отличается торт розовый бархат от всеми любимого красного бархата? Тут дело не только в цвете красителя. Секрет розового бархата в методе обратного взбивания. Я полностью сменила ход приготовления, чтобы получить наиболее рыхлую бархатную текстуру у коржей. В этот раз я не добавляю какао, чтобы получить наиболее красивый и нежный цвет. И самое интересное – это подарок для вас, моих любимых подписчиков. Я постараюсь в будущем устраивать побольше конкурсов, а сегодня я хочу подарить одному из вас вот такой 1 килограмм темного шоколада. Это фирма Callebaut. Шоколад очень качественный и вкусный. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно выполнить самые простые условия.
подписаться на канал, нажать рядом на колокольчик, поставить лайк и написать в комментариях, из какого вы города и какой у вас самый любимый торт. Это та малость, что я могу для вас сделать. Хочется вас как-то отблагодарить не только качественными видео и вкусными рецептами, но и порадовать какими-то мелочами. А результаты конкурса я опубликую 8 марта на моей страничке в Instagram и в описании под этим видео. Всем желаю искренней удачи! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».